Всем, ребятушки, привет! С вами снова Gaffer.net. Я знаю, что вы не забыли про подписку и лайк, ну а мы поехали! И да, это уже вторая часть прохождения за Украину, то есть мы в этой прохождении будем валить всю Европу. И долго тараторить не хочу, сейчас я показываю, насколько сильна Германия и насколько сильный я. Я это показываю, чтобы вы сравнили, насколько сильно мне сейчас придется попотеть, чтобы вынести как раз эту страну. Ну что ж, я не хочу сильно вас задерживать, но мы приступаем к основной сути данного прохождения. Ну и что было максимально неудивительным, я сразу же напал на страну черного цвета. В моих планах было забрать все территории Италии, а также продвинуться максимально сильно на востоке Германии, то есть на ее национальных провинциях. Сильно трогать территории бывшей Дании, Швеции, а также Норвегии мне не очень хотелось, потому что это бы затянуло войну на очень много миллион лет, так как под конец войны вы узнаете, что произошло у меня с войной Германии, там получилось одни траблы, но это уже не сейчас. А на данный момент мы, получается, уже сделали первую атаку, неудивительно, что она прошла максимально успешно, так как Германия воюет с Францией, и они уже потратили довольно-таки много войск, примерно по 100 тысяч. Это, в принципе, послужило основной причиной, почему я напал на Германию. Да и, в принципе, она бы захватила Францию и стала намного сильнее, и потом бы я вряд ли уже ей бы что сказал и сделал. Было бы уже как минимум страшно, и она могла бы уже вынести и нас. Ну, короче, потихоньку мы продвигались, я сделал много высадок на разных территориях Италии, также высаживался немножко на бывших территориях Норвегии, я не помню точно ли я это делал, ну, короче, вы потом сами увидите. И война потихоньку и шла, и все было плюс-минус хорошо, мы продвигались по всех территориях. Я, понятное дело, покажу, как я только нападаю, потому что как все остальное происходило будет не очень интересно, да и в принципе где будет оригинальный контент все-таки, да? Ну и как только я забрал все территории Италии, также национальные провинции Германии, если что, те территории, которые она захватила, Франция их вообще не трогал, пусть Франция сама справляется, и так и забрал всю Германию, так что я думаю это и так очевидно. Потом еще забрал все территории Дании, на мое большое удивление, вообще не знаю, как у меня это получилось, а также южные территории, если не ошибаюсь, Швеции. Ну и в принципе все, мне этого было достаточно, там не помню, у меня какие-то проблемы с войсками были на территории Италии, я не хотел их потерять, поэтому и начал кидать Германии требования на аннексию всех территорий, которые я захватил. Понятное дело, у меня не получилось их все забрать, то что было мне очень обидно, но я забрал все национальные территории Германии, которые только смог, и также территории Италии, потому что обратно туда вертаться не хотелось, но именно тот островок, который там находится. И чтобы не давать Германии вообще никаких шансов, даже не набирая войска, просто подсунув их к ее границам, прождав, когда пройдет мир, я сразу же напал на нее второй раз. И всегда, как по дефолту, первое нападение прошло просто супер легко, потом еще буквально что-то там тоже каких-то проблем не было, но потом начался самый зашквар. Германия начала делать высадки на территориях Италии, то, что мне очень не нравилось, потому что это опять пешеходство, оно вообще какое-то очень странное получается, но искусственный интеллект, если искусственный интеллект, там почему бы и нет. Потом я там, где высаживался на территориях Норвегии, у меня тоже изначально все было хорошо, и я туда даже, в принципе, войска не насылал очень много, потому что там суммарно населения было мало, но Германия умудрилась и там набрать кучу войск. Я поначалу там, понятное дело, хорошо продвигался, но потом там Германия начала меня немножко отбивать. На национальных ее территориях я уже продвигался просто вообще супер изи, ну как национальных ее, там где была раньше Франция, точнее не Франция, а Бельгия. Я по чуть продвигался, у меня все было нормально, я их уже там почти забрал, и начинается опять это пешеходство по Италии. Я долго объяснять это все не буду, потому что вы это прекрасно можете увидеть все сами. Ну и короче, под конец войны у меня в итоге все, понятное дело, получилось, и я вам уже показываю, как забираю все территории Германии, которые хотел сделать еще в первой войне, но немножко не получилось, потому что мы еще слишком маленькие по размеру. Аннексировав ее, даже и сумел забрать еще одну провинцию, которая находится где-то непонятно в далеких морях, океанах. И, кстати, там еще находится Норвегия, которую я потом позже заберу, но не покажу это на камеру. Фух, после всего этого кошмара, наконец-то можно немножко релаксануть. Я напал на Нидерланды, и это была супер легкая война, она пошла, можно сказать, на ура, потому что у меня было войск, практически в населении Нидерландов. Думаю, сильно много раздумывать здесь не надо, то есть тараторить. Я хочу уже скоро приступать к тем войнам, которые заслуживают от вас лайка, подписки и, понятное дело, комментария, потому что они очень сильно продвигают видео. Так, ну что ж, аннексируем Нидерланды и приступаем к самому интересному, что могло было лишь быть в этом видео. Ну и вот настал тот момент, ради чего можно было нажимать на это видео. Просто представьте, ребят, я собрал более миллиона войск на тех провинциях, на которых можно было собирать в среднем по 5000 войск. Просто представьте, сколько мне пришлось задействовать провинций. И это несмотря на то, что у меня всегда были блага на 40-50%. По идее, население должно было сильно расти, но, как видите, не очень так получилось. Может быть, это просто военная усталость. Ну, не об этом сейчас рассуждать. Просто посмотрите, как все войска выглядят на границах. Просто
Это невероятно, если честно, для такого размера страны. Хотя у вас наверняка даже и круче было, ну, я пытался сделать этот момент как можно эпичней. Ну и, короче, изначально я объявил войну Бару, потом Испании, Швейцарии, ну и Албании. Тут комментировать, конечно, есть, что я уже, конечно, не знаю, что в этом уже такое видео сказать, чтобы оно было оригинальным. Понятное дело, как всегда, я скажу про первую атаку, то, что она пришла просто просто превосходно, потому что еще никто из них не был подготовлен, да Испания что-то там в Африке атаковала всех. Это и так было и понятно, потому что такой искусственный интеллект, это не смогу объяснить. И хочу вам сказать немножко наперед. Бар и также Швейцария и Албания пали просто супер быстро, но мне кажется, это было неудивительно, разве что Бар мог немножко сильнее посражаться, потому что я там войска, ну, не в таком большом количестве оставил, но это не важно. Швейцария пала, можно сказать, сразу, она не сильно отбивалась, так же самое Албания. Правда, Албания была немножко хитрее, она напала на мои провинции, которые были не защищены, я там немножко не заметил. Она, конечно, разрасталась, меня это супер бесило, но это не так, как было, например, с Германией, если бы она начала разрастаться обратно. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. Албания разрослась буквально на пару провинций, которые я закрыл за 1-2 хода, не сильно было много проблем. Ну и потом я пошел делать самое тяжелое, это воевать с Испанией, то есть поближе к ее национальным провинциям. Было, конечно, не очень легко, для меня немножко муторно, но вам, надеюсь, понравится, потому что я показал только самые интересные моменты, то, как я крашу территории, получается, этой желтенькой страны. Надеюсь, вам это очень сильно понравится. Я извиняюсь, возможно, что-то не прокомментировал или не смогу прокомментировать, я уже просто не знаю, что говорить. Вам оставлю те моменты, которые не прокомментировал, с музычкой, думаю, будет не хуже, поэтому приятного вам просмотра. Yes, минус 4, юху! После бесконечных высадок Испании я наконец-то смог аннексировать, точнее зааннексить все ее территории, находящиеся в Европе. Но потом я заметил, что мне не хватает звездочек, точнее не звездочек, а очков войны, и решил нападать на те территории, которые находятся в Африке. Я это не сильно вам покажу, если вообще покажу, потому что там, ну там бессмысленно, просто бессмысленно комментировать. Я их просто как тузик тряпку вынес, там, проще говоря, не было у них даже практически войск. Поэтому вам просто покажу, как я это сделал. Я, понятное дело, при аннексии уже новых территорий, то есть, получается, уже всех европейских, наконец-то у меня получилось. Случайно забрал те территории, которые находятся в Африке, хотя вроде бы я их отменял и не выделял, но, в принципе, почему бы и нет, я, если что, для полноты картины, то, что я забрал только Европу, отдам эти провинции обратно ихним владельцам. На радостях моего большого успеха я пошел ассимилировать все территории, делать с ними все, что захочу, и потом такой думаю, блин, почему в моей территории такие каком-то странные зарисовочки? Я потом понимаю, что это просто завоеванные территории других стран, но еще не забраны мною. Я такой думаю, блин, а прикиньте, чтобы там были или повстания, или опять пришлось бы с ними воевать, потому что они освободились бы. Хорошо, что я вовремя опомнился, и поэтому я им сразу же всем покидал мир, то есть Бару, Швейцарию, а также Албании. Слава богу, вспомнил я все вовремя. Теперь посмотрите, мои территории просто выглядят невероятно красиво, и на мое большое сожаление, это еще не вся Европа, поэтому скоро ждите третью часть, она выйдет, если что, надеюсь, в эту пятницу, ну не в эту пятницу, следующую, которая вот будет. Ну что ж, ребятки, а пока я показываю все мои достижения, то есть сколько населения, там экономики, что я там еще показал, и весь мир, который сейчас находится вокруг меня, который я не показывал в первой части. Я хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку и также за такую активную первую часть. Надеюсь, он будет не хуже на второй, а то и даже и больше. Мне будет очень сильно приятно, тем более, если ты поставишь лайк, ну блин, ну это понятно, я надеюсь, ты уже это давно сделал. Ну что ж, дорогие друзья, я уже буду прощаться и заканчивать данное прохождение. Извиняюсь, что оно, возможно, вышло короткое, хотя вроде бы около 9 минут это не так уж и мало, а я хотел бы, конечно, больше, но ничего и поделаешь уже. Как бы контента много не бывает, поэтому я заканчиваю данный ролик. Увидимся уже в новых частях. До новых встреч.
Antisocial pessimist.